Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы AI MyLogic в Retail CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из системы AI MyLogic в другие системы. Например, в Retail CRM вести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AI MyLogic. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт AI MyLogic в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название, если в этом есть необходимость, или просто кликаем «Сохранить». Когда сохраненный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет AI MyLogic. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Теперь необходимо вставить скопированную ранее ссылку в поля вашего веб-хука и вашего тестового веб-хука. После этого необходимо сгенерировать тестовые данные через систему AI MyLogic, в данном случае путем общения с ботом. В настройках вашего бота необходимо отметить молнии, по каким блокам необходимо передавать данные по веб-хук. После этого тестируем бота. После того, как вы сгенерировали тестовые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Retail CRM. Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Retail CRM к системе Apex Drive. Теперь необходимо указать домен и API-ключ. Для этого перейдем в личный кабинет Retail CRM. Теперь необходимо перейти в раздел «Настройки». Далее в раздел «Интеграции». Далее ключи доступа к API. В этом окне вам необходимо добавить или использовать уже созданные ключи для доступа к API. Выберите тип доступа в зависимости от того, каким магазинам вы хотите его предоставить. Обратите внимание, чтобы были включены все галочки. Далее скопируйте API-ключ и вставьте в соответствующее поле в системе Apex Drive. Доменное имя можно скопировать из адресной строки в личном кабинете Retail CRM. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке.
Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Retail CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!